Вот уже 6 лет по весне в доме на улице Мельникова начинается капель. Причем стучит она прямо в помещении. Хозяйке мокнущей квартиры не хватает ни ведер для сбора подтаявшего снега, ни терпения. Сколько еще воды утечет, прежде чем коммунальщики починят крышу? Ответ искал городской дозор. Всю последнюю неделю хозяйка этой квартиры не может сомкнуть глаз. Сна женщину лишила протекающая крыша, которую уже несколько лет не могут отремонтировать. Душ в постели – не очень приятная процедура, жалуется хозяйка. Потому женщина борется с капелью в доме всеми подручными средствами. Вот я не знаю, я куда ставить, понимаете? Потом я взяла, вот сюда постелила, видите, пленку, она под пленку заходит. Я уже сюда корыто, вот ведра, чтобы туда заходила она. По ее подсчетам, мокнет Антонина Петровна уже 6-ю весну. Но если раньше коммунальщики хотя бы заранее чистили крышу от снега, то теперь про жильцов, кажется, забыли. Обещают, но не приходят. Я потом после Посадской пошла сюда в дом правления. Я хоть думаю, спрошу их. Вы же были там, начальник сказал, вы же были на Посадской 28, я говорю, да, была. Он мне узнал, там начальник сидит уже. Сегодня сбросим, говорит. Я говорю, да вы уже неделю, я не верю. После нашего внимания к этой проблеме на крышу, наконец, вышли работники. Снег обещали убрать не только над головой Антонины Петровны, но и очистить всю кровлю. В управляющей компании нам сообщили, что уже несколько лет не могут начать ремонт крыши из-за нерасторопности самих жильцов. Крыша у дома действительно проблемная. Очень долго собственники не могли принять решение по ее ремонту. В ноябре прошлого года прошло общее собрание. Проголосовали за ремонт крыши. Как только растает снег и просохнет крыша, кровельщики сразу приступят к ее капитальному ремонту. По завершении работ, заверяют коммунальщики, жители навсегда забудут о протечках. Юрий Шумков, Владислав Колупаев, Городской дозор.